информация в потоке. Что он хочет вам сказать, ваш загаданный человек? Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро, и сегодня мы с вами посмотрим потоковое чтение карт Таро. Что он хочет вам сказать, ваш загаданный человек, мужчина, женщина. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию в отношениях. Сразу говорю, что эти карты содержат, их, во-первых, тут очень много, там больше 200 штук. И они содержат все аспекты реальности, то есть и магические, да, и мистические, социально-бытовые, поэтому может быть любая информация, в том числе и негативного характера. Но если вы ее для чего-то слушаете, да, где-то что-то вам нужно для себя открыть. Возможно. Так, начнем. Начнем с того, что происходит в ваших отношениях. Да не все так и плохо. Как бы судьба, жизнь, ситуация дает вам эти отношения подарок, как подарок, точнее, да, или в этих отношениях дает подарки, или эти отношения дает как подарок, да, вот так. Но ваши отношения изобилуют и изобилуют не самым плохим. Да? Можно сказать, в ваших отношениях много хорошего и много результатов, но больше всего эти отношения можно расценивать как подарок судьбы, или вы друг другу как подарочки судьбы, да, вот так, друг другу как подарочки, больше вот так мне нравится. Дальше, смотрите, здесь много чувств, возможно, кто-то открылся кому-то, вы партнеру или партнер вам, много чувств, эмоций, может быть, вам эти отношения даны как дар, чтобы, может быть, чтобы прочувствовать что-то чистое. Да? Вода идет. Ну и эти отношения могут быть как дар женщине. И женщина здесь тоже может быть как дар мужчине. Вот так вот. Ну и, может быть, женщина дарит мужчине эмоции свои и чувства, и точно так же и мужчина женщине. Существует здесь Бафомет. Бафомет здесь может говорить о разном. Может быть, у вас какие-то свои цели. У каждого свои цели. Бафомет часто говорит о крепкой материальной какой-то привязке, крепкой материальной связи. И может говорить о чем-то нечистом, но пока что я не буду говорить о чем-то плохом. Да? Мы посмотрим, как этот Бафомет будет, что под ним, да, что за ним. Давайте так скажем. Смотрите, символически на Бафомета выпал телец, да, знак тельца. Так вот, давайте так скажу. Бафомет здесь, он как будто бы обязал именно, да, вас обоих выполнять какие-то действия. Обязательные, да, вот так. То есть вам настолько зашли эти отношения, что вы теперь, как будто бы вынуждены что-то делать вдвоем. Вот Бафомет больше здесь как бы об обязанностях. Ну и эти отношения стали для вас настолько ценны, крепки, что не знаю даже и на какие жертвы вы готовы, да, чтобы пойти, чтобы эти отношения были чисты, как вода, или более насыщенные, как этот урожай и дар, да. Пока Бафомет о материальной обязанности какой-то. Может быть, вы стали друг другу многим обязаны в этих отношениях или войдя в эти отношения. Связаны вы не только материальным миром, видите, да, материальный мир, но еще и астральным миром, тонким миром. Может быть, это энергетики как-то на вас ваши энергетики друг на друга влияют. Также, может быть, вы снитесь друг к другу и
У вас крепкая материальная и тонкая астральная связь. Крепкая, тонкая астральная связь. Астрал здесь есть. Но учитывая то, что здесь есть Бафомет и астрал, я могу пока предположить, что один из партнеров пользуется какими-то астральными подключками. Посмотрим, посмотрим. Наузы, они и о связях, и о защите, и об укреплении отношений. Я вам так скажу. Эти отношения для одного из партнеров настолько важны, что один из партнеров пойдет на все, чтобы эти отношения сохранить, укрепить, сделать частью судьбы и будет действовать на всех уровнях, и на материальном, и на астральном, на тонком, и на физическом, более таком простом уровне, чтобы связать и укрепить как союз эти отношения, да. И Бафомет, знаете, как будто бы, может быть, будет делать все, чтобы вы были должны этому человеку, да, вот так. И крест здесь, во-первых, эти отношения легкими не назовешь. Они больше вот такие кармические. И смотрите, вот учитывая то, что я ее уже 6-ю карту докладываю, да, то есть это вот как бы карта духа. Это кармические отношения, где в центре есть Бафомет, где вы друг другу что-то должны. И, может быть, у вас уже есть дети, например, да, к примеру, да, там, дочь, например, родилась, да. Как вариант, вода – это дочь. Но, может быть, и много детей есть, да, дары все-таки. Или у вас уже есть какие-то результаты. Но у вас есть еще испытания, которые в этих отношениях вы будете проходить так или иначе. Кто эти испытания создает? Вопрос. Я думаю, что все-таки больше Бафомет или какие-то интересы, да, чьи-то интересы больше. Но вы так крепко связались или крепко увязли в этих отношениях, что здесь даже не вопрос их продолжать, а вопрос, что будет, если вы будете их разрывать. Или какой ценой, да, или во сколько станет разъединение этих отношений вдруг. Да, вот так. Это с разных сторон мы смотрим. Поэтому ситуация следующая. Эти отношения настолько много вам друг другу дали, что я бы сказал, что вы теперь не понимаете, кто кому и сколько должен, не понимаете, что будет дальше и насколько сложно, но чувствуете, что связь очень крепка. И какие еще испытания могут быть в этих отношениях, вам тоже непонятно. Такое, да. Дары, вода, Бафомет, астрал, наузы и крест создаю здесь вот такую фабулу ситуации. Может быть, вы даже еще связались с кем-то, да, или у вас отношения с кем-то, что вы не понимаете, как быть дальше с этим человеком или что будет дальше с этим человеком. В общем, да, судьба вас вроде бы свела как подарок, вы даже успели открыться. Для чего судьба вам дарит этого человека? Для отношений. Для радости. То есть, давайте так скажем. Что бы там ни происходило, если вы с этим человеком радуетесь, это уже хорошо. Поэтому для чего вам дает судьба этого человека? Для радостных отношений. Букет – это отношения. Особенно если вы королева или дама пиковая,
женщина одинокая, в разводе, либо вдова. Ну, это больше образ дамы пиковой. Но, опять-таки, если вы ищете отношения. Окей. Какие чувства, воду проверим, испытывает к вам загаданный человек? Может быть и мужчина, и женщина. Хорошая карта. Это карта скрытая, то есть он скрывает, что он испытывает к вам растущие чувства, растущий месяц. И это такие, знаете, прибывающие чувства, то есть у него все больше и больше к вам позитивных, радостных чувств, чистых чувств. То есть если, допустим, раньше у него было что-то, какие-то там сомнения, переживания, то теперь это больше радости, больше свежести, больше ароматов, больше насыщенности, более насыщенные, более радостные чувства. Хорошо, мы теперь спросим, имеет ли ваш загаданный человек Бафомета, то есть какие цели он преследует, или чем он вас обязывает, да, вот так, ну, или чем он под себя подвязывает. Ну, в общем, он ищет одинокого человека, а тут одинокий человек. Ну, и он, может быть, хочет, чтобы вокруг вас никого не было, а он был только с вами. Или только возле вас был только этот человек. Но опять-таки, смотрите, здесь уже есть разная сторона медали. То есть, чем больше вы будете входить в отношения с этим человеком, тем меньше вокруг вас будет других людей. То есть, как минимум, он хочет, чтобы вокруг вас не было союзников, возможно, вам. Был только он, и не было никаких конкурентов, соперников не было. Вот. То есть этот человек может быть ревнивым очень сильно. И не важно, кто это, мужчина или женщина. Мужчина, если смотрите, женщина здесь будет такая достаточно ревнивая. В астральном плане что у вас за связь? Она о чем? О чем? Давайте немножечко перетасуем. Или какая связь у вас на уровне астрала? Или какая у вас астральная связь? Растущая, и которая может гармонично сожительствовать или сосуществовать с земной связью. То есть у вас на уровне тонком, да, то, что я говорил, растущая связь, укрепляющаяся, которая материализует. То есть у вас гармоничные отношения для пары, как для пары. Давайте на озы, насколько крепок ваш союз по мнению вашего партнера, например, ну или вообще, да, если вы не хотите учитывать мнение, насколько крепок ваш союз. Нифига себе, опять идет рогатый, но крепок. Если ваш партнер преследует эту цель, то, скорее всего, ваш союз скрепляется по Бафомету, по шабашу, но не самым светлым, не самым честным способом. Ну, или, может быть, каким-то корыстным способом. Может быть, здесь шабаш и Бафомет – это корость всегда. В чем суть креста в ваших отношениях? В чем крест ваших отношений? Но болезнь. Здесь могут быть отношения не сильно здоровые или отнюдь нездоровые отношения. Вы можете в отношениях этих болеть, как и ваш партнер, болеть вами, а вы болеть им и болеть, например, у вас будет болеть голова, к примеру, да, или там болеть руки, ноги, ну то есть болезни. То есть суть креста – это болезнь. А вы уже смотрите, какая болезнь. Может, он болен вами, а вы больны ним, да, или у вас появились какие-то, обострились болячки, да, потому что хоть оно и гармонично, но болезнь тут выпала. А к чему эта болезнь? Может, человек нездоров, ваш партнер, может, вы нездоровы, да, то есть какая-то болезнь. Окей, ну мы, может, к ней еще вернемся, посмотрим, как поток нас заведет к этой болезни, подведет. Какой? Ну, посмотрим, вот этот дар-букет.
какой он видит вас, ваш партнер, партнерша, или каким она видит вас. Неприступным, сложным человеком, рискованным и опасным. Это всегда такая проблематичная карта. Не проблемная, а проблематичная. Во что могут перерасти его чувства к вам? Перерасти. Они ж растут. В новолуние. Новолуние самая сложная, да, карта. Ну, смотрите, растущая луна, потом полнолуние, а потом новолуние. Ну, во что угодно. И новолуние не самая лучшая ситуация, которая связана с энергетиками. Да? Новолуние – это самый сложный период энергетический, в том числе и в магическом аспекте. Во что могут перерасти эти отношения? Ну, тут может быть и плохое, и хорошее. Вот, и опять же в новолуние опять будет расти луна. Но эти отношения по чувствам пройдут цикл, потом может быть убывание, пауза, охлаждение, а потом опять возрождение. Поэтому они перерастут опять в возрождение чего-то нового. Поэтому ваши отношения циклично могут возрождаться. Ну, хорошо это или плохо? Это неплохо, в принципе. Здесь новолуние играет неплохую роль. Ну, и как вода, да, она может быть грязная, и воду можно очистить, и она вновь будет чистая. Да? Хорошо. Избавит. Давайте так. Для чего? С какой целью ваш партнер избавляет вас от одиночества? Ой, с какой целью он действительно избавляет, потому что здесь молитва, а молитвы, они обычно о освобождении от чего-то и направлены на привлечение чего-то. Но для того, чтобы получить вас себе и избавить вас от окружения. То есть это вот такой человек, знаете, который, ну, он сам по себе, наверное, отшельник. Не самый светлый отшельник, но отшельник. Вот. Ну, я не говорю, что он прям плохой-плохой, но тут уже шабаш и бафомет есть, как бы у нас в раскладе, поэтому, ну, хотя молитва. Но он преследует свои цели, да, поэтому и бафомет. А вот шабаш, ну, может, здесь замешаны еще другие люди или другие силы, о которых мы пока не сильно погружаемся в них, но мы спросим, что там за силы, светлые или темные, да, ну, или насколько они темны. Но для чего? Ну, для того, чтобы вы остались вместе. Да, вот так. Ваши астральные связи во что могут перерасти на Земле? Или во что они могут трансформироваться в материальном мире? В союз, в брачный союз, в брак, да? Со всеми вытекающими. В брак по закону, Фемида. Ну и в справедливость. А справедливость и не обязательно брак. Ну, я поставил бы брак на первое место, а справедливость на второе. То есть брак по справедливости. Вот так. А теперь давайте спросим, насколько темны те силы, которые связывают вас обоих или которыми пользуется ваш бафометообразный партнер. Вот так, да. Насколько они темны? Ну, насколько они темны, насколько вы можете позволить этому дурману проникнуть в себя. Темновасто. Но давайте так, начнем, что это может быть алкоголь, вещества, травки, ну и вообще дурман в том понимании, в котором может воспользоваться этот бафомет. То есть, соответственно, шабаш или окружение, которым пользуется наш бафомет, насколько оно чисто. Ну, оно является дурманящим вас, возможно, конкретно вас, но может быть вашу пару. Поэтому я бы так сказал. Если не разрушать эти отношения и их улучшить, то его окружение действительно дурманящее вас. И в этом окружении, от этого окружения вам желательно держаться подальше,
И чем дальше, тем ближе, как говорится. Давайте посмотрим, что болит в этих отношениях, да, или почему могут быть проблемы, или какого рода проблемы могут быть. Ну, здесь, знаете, как больше о решении проблем. Могут быть застойные проблемы, хронические проблемы. То есть в чем суть болезней? В том, что вы можете упереться в какую-то проблему и долго ее решать. То есть, ну, давайте так. Суть болезни в том, что излечить эту болезнь в отношениях будет нелегко, и на это придется потратить много времени, мастерства, усилий, средств, ресурсов, там, денег, да, и так далее. Загадывайте желание 2 часа. Окей. Какие препятствия видит загаданный нами партнер в отношениях? Он не видит препятствий никаких. Здесь жрец, и если речь идет о мужчине, он не видит никаких препятствий, потому что он, скорее всего, пользуется какой-то энергией. Может быть, темной магией, может быть, светлой своей. Ну, в общем, он пользуется своей магией, поэтому препятствий он не видит. Поэтому, возможно, вы его и чувствуете как какого-то такого странного человека, да. Ну, и горы выпадают, да, то есть в отношениях он может давать какое-то ощущение риска, недосказанности, магии, мистики. Что нового в его чувствах может быть после того, как пройдет растущая луна и новолуние, да, то есть перезагрузка его в чувств, то есть во что трансформируются его чувства? Ну, здесь венец безбрачия, я бы так сказал, его чувства будут трансформироваться в то, что ты не достанешься никому, то есть ты только моя, и все на этом, да, и на этом все, да, вот как-то так. То есть не доставайся ты никому. Вот так. Его чувство трансформируется в то, что ты не достанешься никому. И если вдруг, помните, вот я и говорю, что выход из этих отношений вам будет дорог очень сильно, да? Здесь какая может быть ситуация? Вы, допустим, какой-то период были в отношениях, хотите выйти, а выйти не можете. Или вышли, а новых отношений не можете построить. Вот такое тут может быть. Хорошо. За что молится в этих отношениях ваш партнер? Или о чем молится? Ну, конкретно мы уже смотрели, да, вроде бы как, чтобы вы остались только у него, да? Но он хочет помощи, чтобы ему помогли в этих отношениях, и чтобы вам была помощь, особенно если вы с красными волосами, да, или рыжими, ну, или светлыми, да, какими-то огненными. То есть он борется о трансформации, молится, да, молится, просит трансформации, просит перезагрузки, просит помощи, просит помощников. Справедливость. Считает ли ваш человек вас справедливым партнером? Ну, здесь руны. Давайте спрашивать у рун. Давайте спрашивать у рун. Считает ли он вас справедливым? Считает ли он вас справедливым? Или справедливой? Ну, я бы сказал, что да. Руна хорошая, Беркана все-таки. Скажу, что да. Особенно по отношению к детям, особенно женщину. Ну и если вы, как женщина, к нему относитесь как к ребенку, то
Для него это справедливо. Но и справедливость для него в отношениях есть ваше отношение к партнеру как к ребенку. То есть такое заботливое, особенно у женщины, да, мягкое, заботливое, такое нежное, трепетное, да, как к ребенку. Давайте посмотрим, что это за дурман такой в этом шабаше, который обеспечивает наузы, обеспечивает и укрепление, и защиту, да, и связи, да, судьбоносные какие-то. Прям такое накручено так. Что за дурман? Не знаю, что это за дурман, но есть молоко. Может быть, вы его не замечаете, но от этого дурмана лучше держаться подальше. Его лучше детоксицировать, этот дурман, то есть избавляться от него и убирать его последствия, проводить детоксикацию. Тот дурман, который мы тут имеем, он вам не полезен, и его лучше заменять молочком, то есть очищением или чистками. Избавитесь ли вы от тех проблем, болезней, да, которые у вас есть в этих отношениях? Можете посмотреть на свои проблемы, да, если у вас есть какие-то там болезни и так далее. Скорее всего, да. Скорее всего, да, здесь нужны усилия, дары, да, дары и зерно. Ну, да, карта классная, позитивная очень. В чем сила мужчины по отношению к вам? И как она проявляется? Жреца проверим. Ну, он реально какой-то жрец, знахарь. Это очень сильная энергия мужская, которая будет подчинять вас своей воле. Имейте это в виду. И тут уже нужно понимать, вам действительно нужно укреплять эти отношения в вашем случае. Или тут нужно избавляться, например, от венца безбрачия, потому что за ним новолуние. Это не очень хорошая карта. Или у вас, например, как у партнера, заблокированы чувства. Это касается и мужчин, и женщин. Вот вы вышли из отношений, у вас дети, например, даже уже есть, к примеру, да? А не можете себе пару найти, потому что у вас по Бафомету связь, наузы, Бафомет, крест. И у вас это переходит просто в болезни, в соматику. У вас это там взрывает изнутри, например, или сжимает. Ну, по-разному может быть. Ну, я пример привожу. Вот недавно делал диагностику, а у клиента у него как будто бы сердце сжато так, как будто оно сейчас взорвется. Да? Ну, вот такое. То есть по-разному, у всех по-разному. Это примеры, он может быть абсолютно просматриваться по-разному, да? Выглядеть. Хорошо. Если у вас шанс преодолеть вот этот вот венец безбрачия в этой ситуации или вне этой ситуации, тут уже смотрите по своей ситуации. Ну, знаете, как вампир, да, трудно, сложно, но вампиров тоже можно преодолеть. Да, это у вас может быть серьезной проблемой, ну, как бы серьезным заболеванием, да, как бы. Но по вампиру все равно, да, это возможно, потому что на вампира, да, есть там это серебряная пуля, осиновый кол, чеснок, святая вода, крест, да, который не помогает. В курсе, да? Вот он, крест. И, ну, как бы вампиризм, да, вампир это как бы, если тебя укусил, да, ты уже болеешь, да, вот этим. Ну, как бы на любую болезнь есть доктор. Против лома нет приема, если нет второго лома. Да, но опять-таки, видите, вампир есть карта токсичная, болезненная и проблемная. Но все равно возможно. Ну, вы теперь хоть знаете, что этот венец безбрачия может быть подобен вампиру. Да? Какие помощники вам действительно нужны? Или какие помощники нужны этому человеку, который молится? Да? Что за помощники? Деньги, да, деньги решают все. Но тут вам нужны деньги. Все, вот и помощники. Ну и может быть и действительно человек молится
тем ангелам, которые отвечают за материальный мир. Это ангелы материального мира, это не всегда светлые, не всегда. Хорошо, давайте посмотрим так. Во что могут перерасти эти отношения? Не чувства, а отношения. Но они могут перерасти в, опять-таки, травы, это очищение, то есть они могут перерасти в более что-то чистое, в более подходящее, в более целебное. То есть эти отношения не исчерпали себя с точки зрения позитива, поэтому что угодно, куда поведет вас магия, да, вот это магический аспект, и какие намерения будут приложены к этой магии, да, дурные намерения, дурная магия, ведь деньги можно и во благо, и во зло направить, да, поэтому тут уже зависит от обстоятельств. Куда рука мага, да, махнет, туда и будет. Ну, варианты есть, то есть и в хорошее, и в плохое. Давайте просто на молоко посмотрим, как на молоко, как на очищающий момент. От чего стоит избавиться в отношениях? От полнолуния. Ну, смотрите, здесь Луна имеет большое значение, но это все-таки оракул Гекаты, да? Но избавляться надо больше от эмоций, от скрытых эмоций, и не держать в себе ничего негативного. То есть от негатива, который скрыт и вытеснен в себе. В этих отношениях надо не держать зажатую в себе эмоцию. Вот так. Особенно если есть проблемы с почками и с кишечником. Результат этих отношений каков? Результат один. Богу угодно. Да, и Один, он как бы, ну, он сам по себе, он богоподобен, но у него открылся, да, инсайт с рунами. Поэтому я скажу так. Результат этих отношений – общение с высшими силами. То есть в этих отношениях рано или поздно вы столкнетесь с высшими силами. Вот так вот. Ну и мужчина здесь будет выглядеть как нечто большее, чем вы его привыкли видеть. Вот так. Хорошо, давайте теперь пройдемся по таким... Что должно уйти из ваших отношений? Не очиститься, да? Не от чего очиститься, а что должно уйти или кто должен уйти? Что уходит, что приходит? Давайте вот так посмотрим. Ну, просветление должно уйти. И мне все равно должна уйти неясность, недосказанность. Должно все равно должен уйти темнота и прийти свет. По-другому никак. Я вот по-другому вам сказать не могу. Я не могу сказать, что должна уйти ясность и прийти неясность. Вот не могу, хоть вы меня что угодно делаете. Да если у вас должна уйти ясность и прийти неясность, ну напишите. И напишите мне в комментарии, как это может быть в вашей ситуации. А в этой ситуации я не могу так сказать. А что должно прийти в этих отношениях? Ну, должна прийти ясность, видение в ночи. Вот поэтому я и не мог сказать, да, потому что вы должны видеть в ночи, а неясность должна отступить. Вот так, просветление. Поэтому давайте так скажу. У вас должно быть четкое понимание, видение, как на уровне чувств, так и в материальном мире. Кто чего, что хочет. Да, вот так. Во что может обойтись, или вам могут обойтись эти отношения. Ну или цена этих отношений. Деньги как раз проверим. Или стоимость. Но опять-таки оно не обязательно может в деньгах проявляться. Да. А за деньгами стоит подчинение. Поэтому
вы платите для того, чтобы либо подчиняться, либо освобождаться. Вот он и Бафомет вам. Зависимость, то, от чего мы начинали, то оно и уходит. Да. В конце нам показывает. Да. Вот сегодня расклад вообще гармоничный квадрат получается. Вот если, давайте так, немножко убрал травы, у меня лежат там на алтаре. Я убрал его со стола. Давайте спросим травы. Травы, они обычно сдувают и очищают, как будто бы избавляют. Давайте спросим травы. Травы, от чего нужно избавляться? Не уходит, не очищаться, да, не лишнее, а именно избавляться. Что нужно смести с этих отношений? Егелет. Сметать нужно желание мужчины подчинять себе женщину, в каком бы виде оно ни было. Вообще егелет это больше такое как бы магическое, да, понимание в этой колоде, но оно может быть и физическое, и финансовое, и другое, да. Ну, магия как энергия, да, здесь. Поэтому вот сметаете необходимость быть подчиненной мужчине в этих отношениях. Вот здесь так, в этом раскладе так. Хотя, опять-таки, есть партнеры, партнерши, которым сладок вот этот финансовый плен. И люди себя туда продают. И это есть норма для той ситуации, в которой оказывается осознанность. А где у нас осознанность? Она вот тут вот есть осознанность. Вот здесь она осознанность. Просветление. Чего не хватает вашему партнеру в вас для этих отношений? Полнолуние проверим. Еще больше женственности, текучести, мягкости, нежности, внимания, заботы, женских аспектов, женских божественных аспектов. Что он решил по поводу вас? Его решение или его прозрение? Не знаю, либо он будет вас подчинять себе, продолжать зомбировать, да, либо если он считает, что вы его зомбируете, тогда он будет выходить из этого зомбирования. И что вам советуют карты в этом случае? Карты советуют посуетиться, да, поторопиться, пообщаться. Это переговоры, суета, общение, сплетни, поэтому, суетитесь. Карты говорят, суетитесь. Почему вы оказались на этом раскладе? Потому что внезапно что-то произошло у вас в отношениях. Возможно, детский фактор, возможно, какие-то детские гештальты у вас в этих отношениях. И, может быть, есть какая-то наивность. Да? Может быть, вас обвиняют в наивности, или вы чувствуете, что вы наивны. Последняя карта, да. Какая неожиданность на пороге в этих отношениях? Вас ждет какой-то сюрприз. Здесь он может быть как приятный, так и неприятный. В какие сроки этот сюрприз? Подклад выпадает. Время покажет. Сегодня у вас ударило 2 часа, я думаю, в течение 2 суток, 2 дней, 2 ночей, 2 недель или 2 месяцев что-то появится у вас на пороге, и ви проясните, в чому суть этого підкладу. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, па-па.